мне кажется, что в начале, когда только вы начинали эти все беседы, вы были более мягкая, что ли, не знаю. Ну, я не знаю, это какие-то такие вот мои ощущения. Сейчас у вас тоже уже проскакивают некоторые такие, знаете, не жестокие, а жесткие нотки в ваших диалогах. Люди реагируют на маску, и открываются, знаете, Как с с той стороны, психологом. да, которую они пытаются скрыть иногда. Знаете, я несколько роликов ваших видел, и, как вам сказать, очень интересно, у вас периодически интонации, как у искусственного интеллекта Алисы. Я иногда, честно, ловлю себя на том, что у меня ощущение, что не вы это говорите, а говорит Алиса. Есть такое? Ну, я не знаю, я не могу, знаете, как ваши ощущения Ну, вот раз вы как слышите свой голос и голос Алисы, они как Да, бы... вы не единственный, кто мне об этом говорил. Так, я понял, все, понятно. Что Да. сегодня обсуждаете? А, ну, знаете, у меня нет специальной темы, хотя, Да, понятно, да. а, знаете, я вот хотела у вас, спросить, какие темы вы любите? В Я основном смотрю, вот у исторические. вас на заднем фоне, один из моих любимых мультиков. Да, чудесный мультик "Доктор Ливси", так и я там, по-моему, так и называюсь. Да, Да, это понимаю. мой любимый персонаж. А вы вопрос к вам тогда такой: а вы только мультфильм смотрели или книжку тоже читали? Честно скажу, я ее начинала читать в детстве, но не дочитала. Мгм. Просто их там есть. Она как-то мне показалась довольно, знаете как, мальчишеской. Ну, она такая пацанская, скажем так. Да, Ну, хотя дочка у меня мы, девочки, мы больше любим такое, чтобы было романтику. что-нибудь, да, романтическое. Понятно. Не, просто она имеет тоже, эта книга имеет несколько, изданий, и если почитать там, именно оригинал, там очень много, как это, Льюис, написал по поводу голландцев. Да, что у меня там, кто сидел там на моем месте, это был какой-то поганый голландец. Вот у него была такая, знаете, шовинизм по поводу голландцев. Очень интересно. В дальнейшем они уже это, конечно, из книжки убрали. Но достаточно интересно. А беседую, да. Да. М, а, а что означает ваша картинка сверху? Это плакат 81 года Советского Союза, и написано там «Наши условия далось сквернословие». М, Не люблю, когда ругаются матом. Вот как-то с детства не привык. м, понимаю. Как вы относитесь к нашему русскому мату? Знаете, с пониманием. Нет, то, что мы его с вами все понимаем, это Не, не, да. нет, 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 я другое имела в виду. Я не имела в виду не то, что я его, как бы, воспринимаю, то есть смысл, сказанных слов. Безусловно, это я тоже понимаю. Но, давайте так, если, если сквернословие, ну, и употребление мата, оно, эм, Уместно. уместно, да, и оно не задевает личность человека, а, то, в принципе, я довольно спокойно к этому отношусь. Я вот вас, наверное, в этом поддержу, потому что у меня есть несколько знакомых, да, которые они на нем разговаривают. И честно вам скажу, периодически ты, когда с человеком разговариваешь, и он с тобой разговаривает, ну, для него это не для связки слов, да, а именно он на нем разговаривает. И ты в какой-то момент перестаешь даже слышать матерные слова. Это просто вот как бы как течение беседы. Но надо уметь. Это очень красиво, потому что все наши классики, они тоже умели писать стихи и матом. Согласна. У Пушкина их вообще, ну, в общем-то, Пушкин тот еще товарищ, да, и да. Есенин за ним Я недалеко только ушел. хотела сказать, А да. что уж говорить про Маяковского. Ну, он не был в числе моих фаворитов, когда в свое время я, училась в школе, и когда вот, как бы знакомилась со всеми вышеназванными поэтами.
Пушкин тронул мое сердце. Есенин, наверно, скажу, что да. А вот, Маяковский — это более... увы, Маяковский, да, знаете, он, несмотря на его довольно харизматичную и достаточно, впечатляющую внешность, ну, я довольно Он был холодно относилась да, к его творчеству. для юных барышень до бальзаковского возраста Маяковский крайне тяжел в восприятии. Согласна, Вот да. как я прям слово, как я прям молодец, я сегодня собой горд. А вы сейчас на стриме? Да, я сейчас на стриме. Ну, привет вашему чату и всем зрителям. Понятно, да. Я смотрю, вы там прям растете, прям у вас А там, вы следите за эм, мной? конечно, ну как слежу? Как слежу? Ну, не за вами, за вашим каналом. Не за вами следить мне супруга не позволит. Поэтому, Ну, вы же поняли, о чем я говорю? я, конечно, понял, но я же шучу, ну что вы так, это все Понимаю. серьезно. Вот, что-то хотел сказать. Видел ваш чудесный диалог, мне понравился вот как раз с бородатым товарищем Альбертусом. Это было познавательно. Песенка идеально легла. Я даже попросил Алексея мне ее лично прислать. На звонок, конечно, телефона я ее не поставил, но, в принципе, думал об этом. Мне тоже она очень нравится. У меня есть целая, так скажем, полная версия этой песни. Вот там туда, к сожалению, попал только кусочек, самое начало. Вот, вся песня хороша, не то слово. Я знаете что, я вот когда, ну, вот, то только познакомился с вашим творчеством и, ну, понял, что увидел, что есть такой некий персонаж, назовем его так как вы в маске, да, в нашей чат-рулетке, я сразу вспомнил, была такая чудесная оперетта, может, помните, «Летучая мышь» называлась. Разумеется, это одна из моих любимых. Вот, и мне всегда вспоминается оттуда вот эта чудесная фраза, да, «Моя жена как прочитанная книга». А, Вот, ну, но самые интересные страницы я, к сожалению, да, пропустил. да. Сказал Вот он в конце. в конце, да. Вот, ваше амплуа в маске, оно, придает некой загадочности. Ам, есть такое, хотя, изначально, смысл был в другом. А в чем? О, мгм, откровение? Ну, а чё бы нет? Ам, ну, в первую очередь, мне было важно создать некий образ, который бы отличался и запоминался. Мгм. Это первое. А второе, это мне помогает. М, Маска помогает мне, начать разговор. Она мне иногда, дело ам, не в конфиденциальности все ж таки, нет, нет, нет? знаете, это такой психологический прием. Люди реагируют на маску, и открываются, знаете, Как с той стороны, психологом. да, которую они пытаются скрыть иногда. Вот, Мгм. и то, как они реагируют, что они при этом говорят, очень хорошо о них говорит. Так и как вы, как бы свое Неужели застряла и сейчас? Боже, ну нет. нет, А. вы здесь. Вот, как вы считаете, ну, как бы ваше присутствие в этой рулетке, да, вот в этой ругани в основном, да, в 90% случаев, да, насколько оно позитивно влияет, да, на вас, на то, что происходит, собственно, в рулетке? И влияет ли? Ну, влияет ли оно на меня, наверно, вы и так можете сами сказать. Влияет, к сожалению. К сожалению, да поясните тогда. Мне кажется, что в начале, когда только вы начинали эти все беседы, вы были более мягкая, что ли, не знаю. Ну, я не знаю, это какие-то такие вот мои ощущения. Сейчас у вас тоже уже проскакивают некоторые такие, знаете, не жестокие, а жесткие нотки в ваших диалогах. Если раньше вы готовы были, там, не знаю,
слушать и разговаривать абсолютно спокойно там со всеми, там, что с мычанием литвят, что там с Пятросом, со всеми, то сейчас вы уже Я с Пятризом начинаете, никогда не общалась, ну, я если честно. образно, да, Мгм. ну, да, сейчас вы начинаете показывать зубы периодически. А вы это так видите, да? Ну, я считаю, что вы немножко озлобляетесь. Вот это. М, даже Мгм. так? Вы Да. знаете, если честно, злости я не испытываю. Мгм. Скорее, знаете, это вот, вот такое восприятие, что, видимо, у меня появляется какая-то злость. На самом деле мое эмоциональное состояние никоим образом не меняется. То есть я как захожу с определенным состоянием, в разговор, я примерно с таким же и выхожу. А вот, Мое субъективное. наверно, ваше, да, мнение, оно основано больше на том, что меняется состояние собеседника после разговора со мной. И, соответственно, вам, может казаться, что я, скалю зубки и что-то там, Нет, просто раньше, ну, вот первые ролики, если обратить внимание, да, ну, вы всегда ведете диалог достаточно культурно, да, и, ну, последние, ну, как бы некоторые диалоги уже возникают у вас, и как какая-то небольшая агрессия в сторону собеседника. Вот, ну, как бы какие-то Приведите пример, пожалуйста. какие-то колкости, я не знаю, как это объяснить, какие-то небольшие колкости, да, вы уже начинаете себе позволять. Ну, это вот мое субъективное, я не помню, вот с Моржом, по-моему, была, да, какие-то вот, я давно смотрел, честно, но вот это мое субъективное, я же не говорю, что вы как бы изменились, это мое субъективное мнение. Ну, вы имеете право на него, совершенно Спасибо точно. вам большое. Пожалуйста, вам в равной мере. Да, у вас все-таки ведутся диалоги по большей части на, как сказать, не аполитичные темы все ж таки. Да, я не помню, чтобы я у вас где-то слышал что-то о политике. Вы стараетесь эту тему избегать, и о ней не беседовать. Вы знаете, я вам скажу почему. Мгм. На самом деле, был момент, когда, я тоже наблюдала. Я, знаете, как говорится, я человек-то, в общем-то, в рулетке относительно молодой. Ам, Да вы, в общем-то, везде не особо пожилой, давайте будем честны. благодарю. Но не в этом дело. Знаете, на мой взгляд, люди, которые сюда приходят и говорят, что они говорят на политические темы, по моему наблюдению и по моему мнению, делятся на 2, так скажем, на 2 группы. 1 группа, она более многочисленна, я бы даже сказала, очень сильно, Превалирует над вторым. превалирует там, да, над второй. И туда относятся люди, которые на самом деле подменяют понятия, говоря, что они говорят о политике. На самом деле они сюда приходят делать все, что угодно, то есть рассказать о своей злости, поделиться своим страхом, возможно, болью какой-то, какими-то своими неоправданными ожиданиями от каких-то событий. Но при этом, понимаете, они это называют, что они говорят о политике. Вот. И маркером таких разговоров является довольно горячие, так скажем, беседы, с такой, знаете, м, С агрессией иногда в сторону иногда, оппонента. ну, агрессии, да, и, в общем-то, эмоционирование, и как раз употребление той самой ненормативной лексики, вот, про которую мы с вами говорили чуть ранее. Мгм. И вторая группа — это как раз люди, которые, возможно, околополитичны. Их разговоры, более, спокойны. Они понимают, что такое цель. Ну, потому что политика, по большому счету, это, знаете, как это некая, Эфемерная а, субстанция, это не доступная это, понимаете, немногим. это стратегия для достижения какой-то цели, и выстраивание под эту стратегию определенной тактики.
Как сложно вы сегодня говорите. Я прям Вы это сами задали мне эту тему. все, Так все, что я пытаюсь, да, вы пытаюсь вы ловить, да. сами вы сами виноваты, доктор Ливси. Я стараюсь. Да. Вот. А вторая вот как раз и характерна эта группа тем, что они говорят, как я уже сказала, более холодно. Они не добавляют, таких, знаете, бурных эмоций, потому что прекрасно понимают, что это такое. Ну, Ну, что это да, такое это говорить о политике? Это трезвый взгляд в первую очередь, потому что как только ты посмотрел через эмоции, можешь считать, что ты ничего не увидел. соглашусь с вами, да, именно политических тем, в данной рулетке, скорее всего, их по большей части-то и нет. Я не могу вот на данный момент вспомнить, человека, который был бы в рулетке интересен как политический деятель. Да, у нас Поэтому есть я и сказала, что околополитические. околополитический, причем так это далеко около. Вот, согласен с вами, тут как бы нет противоречий у меня с вами. Вот, так, ваше-то присутствие в рулетке, вы как для чего вы это? Для себя вот в первую очередь. Вот я, например, выхожу сюда, для меня это, некая, знаете, отдушина, да. Я прихожу сюда, вот, мне иногда просто вот мало общения, хочется еще там с кем-то поговорить. Да, возможно, это там, какая-то агрессия, возможно, это, наоборот, хороший, добрый диалог, спокойный. Вы для чего сюда выходите? Но вы знаете, я вам так скажу, у меня нету какой-то одной конкретной цели. Вообще, изначально мое присутствие в рулетке было как шутка. Я сюда решила зайти just for fun. Пошутить. Да just for fun. Знаете, как говорят, Мгм. американцы, да, они говорят, it's just for fun. Вот, и я уже об этом говорила. Мне кажется, что это уже, знаете, пройдет такой вот, уже по третьему кругу. Может быть, А, просто я же не мог где-то да-да-да, упустить. я понимаю, да. У меня состоялся один очень, на мой взгляд, очень интересный диалог с человеком. А, и мне было очень жаль, что я его, знаете, как бы, ну, не записала. А, и знаете, Бывает как такое. мне было жаль, почему? Потому что он был ценен для меня как для, ну, скажем так, как для специалиста. Опа, А, да, позвольте, я закончу. Вот, а потом, знаете, как, мне все тут. Мы тут. да. А потом, знаете, как у меня возникла такая мысль еще, вот, то есть, жалость, так скажем, увеличилась, и стала в кубе, потому что, мне захотелось этими мыслями, не столько своими, сколько с мыслями другого человека поделиться, ну, с другими людьми, скажем так. Но Мгм. понимаете, играть в испорченный телефон, ну, это такое себе удовольствие. Ну вот, и вот эта мысль, точнее, вот это вот обстоятельство меня натолкнуло на мысль, а почему бы не записывать, а потом меня просто, Затянула вот нет, эта нет, вот нет, 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 проклятая трясина. нет, нет, тогда я даже канала не имела никакого. То есть это были Мгм. просто записи. Вот, а потом, ну, так скажем, мне Аккура предложили, а почему бы почему бы и не? нет? Да. Вот, вот, наверное, это одна из основных таких вот, как вы говорите, причин нахождения здесь. Понимаете, наверное, потому, чтобы, может быть, для кого-то это тоже было интересно. Может быть, кто-то услышит какую-то фразу. Знаете, однажды один человек пришел мне и сказал, говорит: "Вы знаете, я приходил к вам за одной фразой, вот за этой". Мгм. И знаете, то есть, да, то есть часовой разговор, а мне человек говорит: "Вот я, оказывается, приходил вот за этой". У меня, знаете, у меня вот как, представляете себе, когда, ты въезжаешь, в какую-то такую лужу грязную на машине, и вот эти вот капли на лобовое стекло, и в первый момент вообще все заляпано, ничего не видно, и хочется как-то вот протереть. И вот когда ты вот первый вот этот вот взмах дворниками, Мгм. кажется: ну, наконец-то, все, вот он этот самый". И вот тот же самое такое же ощущение, говорит: "Ну вот оно же вот, ведь ничего никуда не делось, просто я этого не видел". Я этого не замечал. Вот. И, наверное, с этой целью в том числе.
Я понял. Тогда, ну, вот по поводу, одной фразы, я думаю, что, ну, 90% вот этих длительных диалогов, да, из них, сухая выжимка, квинтэссенция, скажем так, она действительно одна-две фразы и не больше. А знаете, Ну иногда для того, чтобы человек задумался или, возможно, даже, знаете, может быть, он думал, но не видел какого-то ключика, знаете, вот какого-то последнего пазла, который бы да, ему не хватало этого. подсказал, да, подсказал, собственно говоря, смысл этой картины. Иногда вот его находишь в таких местах, которых даже не подозреваешь, что ты можешь это найти. И не собирался там искать. Хорошо, тогда Да, у меня к вам вопрос такой интересный. Вы сказали, как, специалисту, а вы, если не секрет, конечно, вы специалист в какой области? я специалист в нескольких областях, но в данном случае я говорила про психологию Вы психолог. в том числе. Знаете, очень люблю эту фразу. Мгм. А, когда люди, значит, посещают психолога, они там что-то для себя открывают, да, я понимаю, что для них это, некоторые вещи становятся открытиями. И вот, на фоне этого они приходят, так скажем, ну, к своим близким, совсем Мгм. вот таким вот, мы будем брать, самых близких, и тогда они начинают, знаете, что делать? Они же изменились, они же чувствуют вот эти изменения. Они это выздоровели, их как бы они считают, что их вот как бы Их подлечили, вылечили, да. вылечили, да, да. Вот, и они в этот момент, они начинают делать, на мой взгляд, страшную вещь. Они Мгм. начинают, Лечить других. любить себя и лечить своих окружающих. Делать Да. надо с точностью да наоборот. Надо любить своих окружающих, своих близких, а лечить, продолжать себя, работать. Вообще, то есть даже не лечить, а вот, работать над собой, а не над близкими. А любить надо, вот своих близких, Мгм. да, потому что на самом деле твои изменения, ну, они так или иначе, они в любом случае отразятся на том окружении, на самом ближнем окружении, они в любом случае отразятся. И так или иначе, это окружение будет втянуто в твои новые изменения. И, возможно, знаете, как говорят, нет ничего лучше, чем личный пример. Поэтому лучше быть личным примером, чем вот этим вот, знаете, назойливым рекламщиком. Я к нему очень хорошо. Я начал читать его последнюю книгу, поэтому я не могу на него сильно ругаться, но ругаться могу. А вы не читали? Он бы с Читаю. вами не вы дочитали или последнюю уже ее? Читаю. Читаете. Ну ладно, все у вас впереди. Я Да. был, честно скажу, очень поражен. Ам, Ну, понимаю. поскольку мне эта тематика близка, да, я очень много читал фантастики, и я честно предполагал, что это будет какой-то, знаете, ну вот очередной непонятный писака, что решил, что он тут и весь из себя писатель. А оказалось нет. И к какому выводу вы пришли? А, Поделитесь? ну вот я начал читать последнюю часть. Из того, что я прочитал первый вот, мне очень понравился не то, что стиль у него, понятно, еще меняется, он еще там как-то, а, как сказать, выстраивается, вот. Но, как он пишет и какие струны там условно в моей душе, задевает данная книга, мне очень понравилось, очень понравилось. И я был, действительно, некоторые моменты я поймал себя на том, что я, почти рыдаю. Я думаю: "Ах ты собака неоксид, как ты посмел мне такое прислать?" Вот, поэтому То есть было вас это впечатлило? да, да, я скажу, что меня это действительно впечатлило. А поделитесь, каким конкретным моментом вы больше всего вот так впечатлились? Ну, во-первых, меня очень впечатлило, м, отношение того самого, Матвея, с семьей, да, и его, вот это вот разделение своей, скажем так, души между семьей и долгом. Вот это для меня было достаточно. А второе, меня, поразила вот та самая, помните момент, когда, не знаю, дочитали, не дочитали, когда вот там, Матвей, по-моему, там попадает куда-то там
в какую-то передрягу, и его идет спасать Ефим вместе с офицерами. И офицеры не говорят, что там, иди сам, они говорят, мы с тобой, все. Вот, вот это вот м, братство и взаимовыручка офицерская, она, конечно, нет, нет, все, вернулась. Вот, как-то так. Ну что ж, я так понимаю, вы тоже еще не дочитали? Я вот последнюю он мне прислал, и вот я только сегодня наконец-то начал ее читать. Да, последнюю часть. Я вам Вот у желаю, меня все впереди. да, насладиться окончанием. Все, я понял. Рад был вас видеть, безумно рад был познакомиться. А как вас зовут? Ну, Алексей если меня зовут. Алексей, Алексей? да, да. А, Ну, мы там, да, очень редкое имя, прям редчайшее. невероятно. Нас всего двое, да. Вот. Все тогда. Большое спасибо. Еще увидимся с вами. Разумеется. Хорошего вам вечера и И вам, приятных, да, собеседников. Всего и доброго. вам. До До свидания. свидания.